Представляем вам таблицу коэффициентов УЕФА после 9-й игровой недели. У Испанской футбольной федерации, которая на первом месте, должно было пройти 4 встречи. Однако состоялось по факту только 2. Игры между Севильей и Ромой, а также Интером и Хетафе перенесены. Валенсия, уступив Аталанте, стала вторым испанским клубом, который покинул Еврокубки. Первым стал, напомню, Эспаньол. Единственной командой, которой удалось добыть очки на этой неделе, стал Атлетико, плюс 0,42. Англия вторая, ее отставание составляет 11 очков. В Лиге чемпионов состоялись ответные игры Тоттенхэма и Ливерпуля, которые закончились неудачно для прошлогодних финалистов. Эти клубы пополнили список неудачников, в котором находится Арсенал. Я не сильно жестко, но заветные очки принесли команды Лиги Европы. МЮ разгромил Ласк, а Вулверхэмптон увез из Греции ничью. Количество очков на этой неделе, как и у Испании, плюс 0,42. Отметим, что Атлетико, кроме победы, получил еще бонус за выход в 1/4 финала. Если бы не он, то у испанцев было бы гораздо меньше очков. Германия отстает от второго места на 16,5 баллов. Это очень много. Но немецкие клубы проводят превосходный сезон. На этой неделе страна лишилась только Боруссии, которая уступила в Париже ПСЖ. Получается, вылетел Дортмунд, а ранее Мюнхен-Гладбах. Было еще 2 поражения Вольфсбурга и Айнтрахта, но их ждут ответные игры. Верим, что Еврокубки скоро возобновятся. Очки принесли на этой неделе Лейпциг и Байер. Получается, Германия третью неделю получает больше остальных ассоциаций, плюс 0,71. Италия старается не отступать, но немецкая подлодка увеличила дистанцию до 3,3 очков. Из 3 запланированных игр состоялась только одна. Про Рому и Интер уже сказали. Аталанта выше всех похвал. Клуб и в повторной игре одолел Валенсию, получил бонус и принес очки в копилку, плюс 0,42. У Франции остается 2 команды, но на этой неделе сыграл только ПСЖ. Клуб выиграл с допустимым счетом, который позволил им пройти дальше, плюс 0,5. У Франции преимущество, так как здесь сыграл фактор количества команд. Заработанные очки делятся на 6 заявленных клубов, а не на 7, как у Германии, Испании, Италии и Англии. Поэтому очков они получают больше, плюс 0,5. Отставание от Италии составляет 11,4 очка. В ближайшие сезоны ничего наверху, видимо, не поменяется. Пропускаем Португалию, Россию, Бельгию и Нидерланды, которые лишились команд. На 10-м месте Украина. Ее отделяет от голландцев 1,25 очка. Остается единственный Шахтер, который в плей-офф раскрылся, разошелся и стал показывать хорошие результаты. Очки в копилке увеличились на 0,4. Турция проигрывает Украине 0,9 балла. Истанбул победил, а значит зачислил очки. Их количество такое же, плюс 0,4. Также 5 заявленных команд в начале сезона. Австрия уступает 11-й стороне 0,67 очка. Но сократить дистанцию в этом сезоне, возможно, уже не удастся. Поражение дома от МЮ 0,5 гарантирует им вылет. Но посмотрим, смогут ли они в Англии сыграть в ничью. Думаю, что на больше не стоит рассчитывать, 0 очков. Дания и Шотландия занимают 13 и 14 место. Их последние клубы Копенгаген и Рейнджерс уступили, соответственно, также 0 очков. Лучшие шансы остаются у Копенгагена. Пожалуй, Рейнджерс уже не отыграется. Чехия и Кипр мы их пропускаем. Остается клуб у Греции. Олимпиакос вторую неделю успешно приносит баллы. До этого клуб разобрался с Арсеналом, в итоге плюс 0,2. У Швейцарии играет Базель. Есть веские основания считать этот клуб участником 1/4 финала Лиги Европы. 0,3 на выезде повержен Айнтрахт. Базель 4-ю неделю приносит очки, 4-ю неделю. До этого коллектив разобрался успешно с АПЛом и закончил групповой раунд победой над Трабзонспором. У швейцарского коллектива всего лишь одно поражение в этом сезоне. Вот будущий чемпион. Шутка. Плюс 0,4 на этой неделе. Это не шутка уже. У остальных ассоциаций клубов уже нет. Вы не будете против, если я вас поблагодарю за просмотр. Вам же будет приятно. Смотрите выпуск «Какие турниры остановил коронавирус». До встречи на спортивном.